Всем привет! Я Виктория Папшева и добро пожаловать в мою творческую комнату. Сегодня я покажу, как сделать необычный браслет в этническом стиле. Из бумаги я вырезала шаблон с размерами 12 на 4 см. В центре шаблона нарисовала рисунок. Справа и слева от рисунка начертила линии в тех местах, где будут располагаться декоративные элементы. По краям шаблона точками отметила места будущих отверстий для крепления шнурков. Из глины черного цвета раскатываю пласт толщиной 5 мм. Сверху накладываю шаблон и хорошо его прижимаю, чтобы он прилип к пластике. Обрезаю пластику по контуру шаблона. Лезвием продавливаю линии. Иголочкой отмечаю точки. И прорисовываю изображение человечка с барабаном. После этого убираю шаблон. Вот что у меня в результате получилось. Беру маленький люверс и размещаю его на полоске глины таким образом, чтобы точка, намеченная иголочкой, оказалась в центре люверса. Таким образом вырезаю два отверстия. Теперь мне понадобится стеклянная баночка. Аккуратно оборачиваю полоску глины вокруг баночки, стараясь не повредить намеченный рисунок. С помощью зубной щетки придаю фактуру боковой поверхности браслета. То же самое делаю вокруг рисунка и по краям браслета. С помощью экструдера из глины желтого цвета выдавливаю тоненькие колбаски. И по намеченным иголочкой линиям выкладываю рисунок человечка. Колбасками голубого цвета выкладываю рисунок барабана. Колбаской оранжевого цвета выкладываю верхнюю часть барабана и пояс человечка. Заполняю барабан колбасками голубого и оранжевого цветов, чередуя их. Пространство между колбасками, которыми выложен рисунок человечка, заполняю глиной желтого цвета. Силиконовой кисточкой заглаживаю все неровности. Вот что у меня в результате получилось. Из глины голубого, оранжевого и желтого цветов раскатываю пласты толщиной 2 мм. Для создания декоративных элементов браслета я выбрала два текстурных листа с этническими орнаментами. На глине голубого цвета делаю оттиски полосок с орнаментом шириной 1 см. Делаю 4 такие полоски. С помощью другого текстурного листа на глине оранжевого и желтого цветов делаю оттиски полосок с орнаментом шириной 5 мм. В результате у меня получились две полоски оранжевого цвета и две желтого. Все полоски с орнаментами нарезаю на части длиной 4 см. Приклеиваю полоски с орнаментом на браслет, ориентируюсь по намеченным линиям. Вначале приклеиваю узкую оранжевую полоску, затем широкую полоску голубого цвета, далее узкую желтую полоску и за ней опять широкую полоску голубого цвета. То же самое делаю с противоположной стороны браслета. Отверстия, сделанные люверсом, декорирую колбасками оранжевого цвета. И отправляю браслет запекаться, не снимая его с банки. После запекания жду, когда все остынет, снимаю браслет с банки и приступаю к тонировке. Для этого мне понадобится акриловая краска черного и бирюзового цветов. Краску бирюзового цвета наношу вокруг рисунка человечка, заполняя углубления, сделанные зубной щеткой. Краской черного цвета заполняю углубление орнамента полосок. Жду, когда краска высохнет, и влажной салфеткой стираю всю лишнюю краску, оставляя ее только в углублениях. Вот что у меня в результате получилось. Приступаю к сборке. Мне понадобятся вощеные шнурки черного и оранжевого цветов и деревянные бусины оранжевого цвета. Черный шнур складываю пополам.
и вставляю его в отверстие, продевая петельку с лицевой стороны браслета. Петельку продеваю концы шнура и затягиваю. Завязываю узелок. Затем беру шнур оранжевого цвета и креплю его на черных шнурках с помощью узелка. Нанизываю деревянную бусину на шнурки черного цвета. Левый конец оранжевого шнурка кладу на шнурки черного цвета. Правый конец кладу на левый и завожу его за черные шнурки. Продеваю конец оранжевого шнурка в получившуюся петельку и затягиваю. Теперь правый конец оранжевого шнурка кладу на шнурки черного цвета, левый конец кладу на правый и завожу левый конец оранжевого шнурка за шнурки черного цвета. Продеваю шнур в петельку и затягиваю. Повторяю эту процедуру еще раз, начиная теперь с левого шнурка. Таким образом у меня получилось 3 узелка. На черные шнурки нанизываю вторую бусинку и снова завязываю 3 таких узелка. После этого с изнаночной стороны браслета завязываю простой узелок. Таким же образом собираю противоположную сторону браслета. На простые узелки с изнаночной стороны наношу суперклей, после чего отрезаю лишние концы оранжевого шнура. Концы шнурков черного цвета складываю вместе таким вот образом. Затем беру шнурок оранжевого цвета и креплю его на черных шнурках с помощью узелка. Плету застежку браслета по такому же принципу, как я оплетала бусины. Таким образом завязываю 4 узелка. Вот что у меня получилось. На шнурки черного цвета нанизываю деревянные бусины. На концах шнурков завязываю узелки. Лишнюю часть шнурков отрезаю. Застежка готова. Посмотрите, как она работает. В итоге у меня получился очень необычный браслет в этническом стиле. Если этот мастер-класс оказался для вас интересным и полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал, а также на мою группу ВКонтакте. Ссылку на нее вы найдете в описании под видео. Желаю вам творческих успехов! До новых встреч!